Ребята, всем привет! Да, всем привет. Сегодня у нас невероятный большой формат. Впервые 4 человека, сразу же очень много. И сегодня у нас еще бизнес-подкаст, так это назовем, который будет с нотками не бизнес-подкаста, конечно же. Мария, как вы уже знаете, прорекламировала на прошлом нашем подкасте кофейню в Сале. Как вы видите, мы пьем кофе, именно это кофе мы пьем. И, соответственно, мы вот решили встретиться с ребятами-основателями, поговорить, как у них жизнь, как они сделали эту кофейню и вообще, как им в Тбилиси и все такое. Ну вот. Все так. Вот, ребята, учредители кофейни Сали, Артем и Сережа сегодня пришли к нам рассказать поподробнее, каково вообще вести бизнес в Грузии, как им вообще пришла эта идея, как они пришли до этого. И такая небольшая история от меня. Как я вообще нашла эту кофейню? Я жила раньше в старом городе, недалеко от моста Свободы. И в один день я всегда ходила одной дорожкой, у кошки одна дорожка, и увидела, боже мой, неужели от моего дома так близко открылась кофейня? Вау, типа, что это такое? Ну, я проходила, я думаю, блин, наверное, грузины открыли, там еще какой-то такой не очень взрачный был э, стендинг такой, типа, я думаю, ладно, в этот раз не зайду, в этот раз не зайду, и проходила каждый раз мимо. И потом смотрю, там люди тусуются, что-то стулья стоят такие классные, думаю, блин, дай-ка зайду. И, короче, зашла, и прям, ну, честно, ребят, я влюбилась. Это было так круто, это было такое душевное место. Почему было? Оно до сих пор есть. Но в тот момент я так загорелась, потому что, блин, наконец-то мне не надо там подниматься на площадь Свободы, а я прохожу, открываю дверь, прохожу буквально минутку, и офигенный кофе, офигенный вайб, и это было супер круто. Ребят, спасибо вам. Я еще много раз скажу, мне кажется, за этот подкаст, но спасибо за кофейню, спасибо за вайб, который вы делаете, это очень ценно. Можете рассказать вообще, как вы к этому пришли, и почему эта локация, и почему именно в Грузии? Давай, Серый, мне кажется, про локацию лучше ты. Про локацию, да, про локацию интересно. Я вот недавно вспоминал вообще, как это все возникло. Я, честно сказать, это помещение свайпал на My Home, SSG несколько Прикол. раз, типа, оно мне не нравится. Но все познается в том, что нужно пройти ножками и найти то место, которое, там, в которое ты влюбишься. И так произошло с этим местом, несмотря на то, что это подвальное помещение. У нас очень клевый, отреконструированный в старом стиле грузинский домик. И я увидел этот дом, увидел этот двор, очень прекрасный, в котором, к сожалению, мы не можем размещать нашу посадку. Но я решил дать этому месту еще шанс. И, грубо говоря, с утра, там, в обеденное время где-то я увидел это место, понял по фотографиям то, что это то, что я как раз нашел, и мне это не нравилось. Скинул Артему. Артем сказал, давай спишемся. И, можно сказать, в этот же вечер, мне кажется, мы Да, уже в этот же смотрели это вечер. помещение. И в этот же вечер мы сказали «да». Да, и в этот же Мы вечер мы сказали ему сказали да. «да». Это, получается, был 2023 год. Да. 24-й был это. Нет, 23-й. 23. Да, 23-й. Да, 23-й. Sorry. А вы на это время уже какое-то время проживали в Грузии, или вы только... Мы уже тут были полгода. Вообще, у нас была уже в это время такая мини-кофейня. Мгм. У нас, когда мы, так скажем, приехали сюда как туристы, мы познакомились с очень приятными людьми, у которых свой винный бар. И когда мы сюда вернулись, ну, про это попозже поговорим, мы сделали такой мини-формат кофейни, потому что у ребят был винный бар, но при этом мы сидели в этом винном баре и видели, что гости приходят и спрашивают, есть ли кофе. А кофе не было. Вау. Блин, это И мы интересно. предложили, давайте так скооперируемся, и мы тут сделаем маленькую кофе-точку. Вот, так скажем, с этого начался у нас кофейный путь здесь. А потом уже, когда мы поняли, что надо расти дальше, мы вот начали искать свое помещение. Но это Мгм. вот где-то полгода уже было на тот момент, когда мы приняли решение открывать кофейню. Блин, здорово. А как вы вообще в Грузии очутились? Ой, ну, Вы, кстати, вместе переезжали? Я, честно, мне Да, это мы переехали суперинтересно. одновременно. Мгм. Короче, если чуть-чуть раньше начну, чем ты спросила. Мы оба работали в Старбаксе. Мгм. Там, собственно, мы как бы вообще познакомились. Мы работали в соседних кофейнях. Серый чуть дольше работал в Старбаксе, я чуть-чуть меньше. И в один момент, все мы знаем, Starbucks в России закрылся.
какое-то время... Это в Там, Москве было, сори? да, это было в Москве. Какое-то время еще происходил процесс закрытия кофеин и все такое, около полугода. Мы этим занимались оба. И когда, собственно, Starbucks уже финально закрылся, мы такие, why not? Поехать по каким-то странам ближнего зарубежья, посмотреть вообще, что тут вокруг происходит. Мгм. Так мы оказались в Грузии, и я помню, вот в первый день я иду по сухому мосту, смотрю на Мтацминду, и такой, черт, я хочу здесь жить. М, Почему я раньше не был здесь? Ну, то есть там, мне тогда уже было сколько, 27, наверное, лет, или 28. И я такой, почему я здесь первый раз оказался? Как это произошло? А можно я добавлю еще самое прикольное, что мы вот хотели все ближнее там зарубежье объехать и планировали вообще в каждой стране побывать по неделе. Но в Вау. Грузии Да. Вау. мы остались в Грузии на месяц. Да. То есть мы вычеркнули оттуда Армению, мы не Ереван, до поехали свидания, туда. Турция, до А в свидания. Турцию мы тоже не поехали, и мы вот, типа, все то путешествие, которое мы распланировали по разным странам, мы провели его здесь. И это, мне кажется, была любовь с первого взгляда. Вот у Артема он увидел Тацминду, а я, мне кажется, влюбился в Грузию только по причине того, что я, оказывается, узнал, что я люблю горы, м. а здесь That's a они point. везде. Мгм. И тут зелень. И вот это вот была точка невозврата, так скажем, обратно. Ну и все, а потом окончание отпусков, возвращение в Россию, через 3 дня объявление мобилизации и всеобщая паника, которой мы поддаемся, берем АСАП-билеты, 3 суток на Верхнем Да, Ларсе, мы ларсовские, если что. О, Да. Блин. и привет, Тбилиси. Капец. Слушайте, а мне вот сейчас интересно стало, а если бы так сложилось, чтобы ваш отпуск не закончился на мобилизацию, вы бы тут так и остались бы, просто не уезжая обратно? Или у вас не было каких-то вещей взято? Мы вернулись в Россию Да, и через 2 дня объявили мобилизацию. да, я про это и говорю. Тогда Типа остались бы вы здесь, и когда объявили А. бы мобилизацию, просто с тем, условно, с тем набором вещей, который у вас был с собой взят? Я понял, если бы ее чуть-чуть раньше Мгм. объявили. Мне кажется, да. Ну, потому что была возможность отправить вещи оттуда, попросить друзей Makes собрать их. sense. Да. Вообще, в целом, насколько я помню, вот те мысли, которые присутствовали тогда, когда мы возвращались обратно с Грузии домой, типа, например, у меня в России там нету семьи, у меня нету квартиры, да, в собственности, у меня нету уже работы, потому что Starbucks закрылся, и, соответственно, мне нужно куда-то двигаться дальше. И это вот было таким моментом, то, что как бы меня ничего не держит, и я себе, когда был здесь, рассчитывал там то, что там в течение какого-то времени там я решу вопросы с документами, у меня арендная квартира, чтобы сдать обратно ее хозяину, вернуть. И типа там в течение 2-3 месяцев я буду заниматься тем, чтобы переехать сюда. Но сложились так, вселенная нам сказала, что 2 дня вам на это. ускорение. Самое прикольное, знаете, ребят, что мы приехали с чемоданами в Россию, и я даже не успел его распаковать обратно. То есть я его просто открыл, когда приехал, там увиделся 1-2 дня с друзьями, просто его закрыл, и с этим Очень пошел. удобно, Ловко. очень Даже, мне удобно. кажется, просто остался аромат вещей шашлыка грузинского. Там до сих пор он не выветрился еще, когда мы вернулись обратно. Офигеть. Вань, ну у тебя похожая была история. Ты, когда мобилизацию объявили, через какое время уехал? Не, я дождался немножко То есть ты переждал снижения вот этот цен на шок. авиабилеты, Вот да. ты без Ой, истерики обошелся, да? авиабилеты, это вообще, когда они росли Да, просто... там, я помню, 400 Каждые секунды тысяч. ты обновляешь, просто билет победа до 100 тысяч Анталии. рублей, и ты такой, что, извини Да. меня, на одного. Я 10 октября уехал. Ну ты так И- нормально подождал. Ну да. Ну, у меня какое-то было такое принятие и объяснение себе. Да, что там, дед никому не нужен. Мгм. Подожди, 10 Всегда октября, можно. 2 недели это? Ну вот как раз, когда вот это не так уж состояние много. Ларса прошло, уже все Да. подутихло, Да. военкоматы уже уехали с Ларса, там что-то БТР ездили, Да. рассказывали. Не, ну, конечно, тогда вайб был, как это сказать, подумскроллить побольше. И тяжело было. Я был просто занят эти 2 недели тем, что я изучал, что происходит просто. А Обалдеть. мои Я был- ребята знакомые многие, типа, так, все, Алга, Казахстан, условно. Ой, да, там же еще Казахстан тоже весь стоял, и Да. здесь стоял. Да. Слушайте, ребят, а у вас были тут друзья, когда вы переезжали? Ну, то есть какая-то база. Когда мы приехали в отпуск, мы познакомились с ребятами, вот про которых Сережа уже рассказывал, Мгм. Вин и бар у Винный бар. которых. Мгм. Мгм. И мы с ними уже установили какой-то контакт, они грузины, и когда мы приехали, ну, как бы вот первая дорога под Тбилиси была уже известна, куда нам идти, первый путь. Мы пошли сразу же туда, ребята, все, мы рассказывали, что, может быть, однажды переедем, и вот оно И вот случилось. это случилось буквально Они через такие, неделю. мы не думали, Да, что матч так быстро, произошел. но пойдемте выпьем.
Блин, круто. А те, которые тоже переехали из Москвы, из России, не было таких? Были, которые... Есть нет, до сих пор. нет, они есть до сих пор. Я думаю, что в этот же момент они тоже переезжали сюда. Потому что, ну, на данный момент там у нас здесь живет наша бывшая коллега со Starbucks, с М, которой мы работали. мгм. Там она тоже переезжала там с друзьями сюда, но вроде бы она сейчас только тут одна осталась. М. Так Ну, к что, слову, тогда их было больше. То есть было еще да, несколько человек, кто-то да-да-да, вернулся, просто, кто-то двигается Ну, дальше. понятно, да. Экспатская тусовка, она вся как-то Да. так двигается в непонятном, кто куда. Кто возвращается, кто в Сербию, кто в Казахстан, кто в Турцию, и постоянно вот этот круг вращается. ну, скажем так, не было никого русского здесь, кто здесь проживал и мог тебя погрузить вообще в эту культуру, М, помочь тебе как-то понять вообще, что это за страна, как действовать и все тому подобное. Это уже мгм. все познавалось, так скажем, Вот эти чаты самостоятельно. постоянные, Да, там, да, да. шпаргалка Да-да-да-да. приезжим, и вот это вот все, В боже, этом я плане нам помню. очень повезло, что мы подружились сразу с Да, грузинами, да, Мгм, да, да. плюс-минус русскоговорящими. мгм, И это сильно помогло интеграции, потому что такие вот правила грузинской жизни мы узнавали от грузинов, а не от экспатов, и как будто это всегда более верные правила. Ну, то есть ты узнаешь какие-то лайфхаки, где там база просто в магазин сходить лучше, куда удобнее, мгм. где найти какие-то вещи, которые там не найти через Google. Ну и вообще, где лучше не пить, с кем лучше не связываться и так далее. И в какие районы лучше не ездить. Да, да, О, да. да. Кстати, о районах. Вы когда переехали, где, в каком районе обосновались? Соло. О Да. май Но гад. старый Тбилиси, я не знаю, до такой степени, мне кажется, ну вот я сейчас свои ощущения расскажу, что я так привык жить в вот этих муравейниках, Мгм. и для меня это так чуждо, когда ты живешь в старом Тбилиси, М. вот в этих домах, которые, ну, вот немножко уже разваливаются там, и боишься, что при каком-нибудь землетрясении магнитуды 5 его уже перестанет существовать. Но я не знаю, я зарядился так вот этой энергией итальянских двориков, я не Мгм. знаю, мне это по кайфу. Ну Мгм. вот там я слышу своего соседа за стенкой, и мне наоборот это прикол. Продолжай, чувак, я с Ну, здесь, тобой. да, Да-да-да. здесь свой флер, вот это, Да. поздороваться с каждым соседом, Да, да, которого да, ты да, да. видишь. То есть, типа, когда ты жил в многоэтажке, ну, вот, например, там я свои ощущения высказываю, ты заходишь в лифт, ты быстрее нажимаешь кнопку, если видишь, что кто-то из Только, соседей только, только едет, не, да. только не смолток, пожалуйста, пожалуйста, Или, пожалуйста. типа, ну, вот ты живешь в Есть квартире, такое. там Да. справа, слева от тебя есть люди, они существуют, семьи, и ты даже с ними не здороваешься. А здесь ты один раз в жизни встретился просто с глазами с человеком, и все, гамарджоба, это, мне кажется, теперь навсегда. Ну Через да, неделю ты кстати. узнаешь, что он уже знает, как тебя зовут, уже Да, знает, да, да. откуда ты приехал, почему, чем здесь занимаешься, уже готов познакомить тебя со всей своей семьей. Абсолютно, абсолютно. И это не миф, это реально так Да, происходит. да. Я сейчас была в Москве, когда я прошла мимо своей соседки, которая живет в моем доме там уже, ну сколько я там живу, ну, 20 лет. Я поздоровалась с ней, и я услышала, как она сзади сказала своей внучке: это вообще кто такая? Я такой, окей, ладно, бывает, все нормально. Да, это я в Москве, Поэтому когда соседи да, поздоровались. да, если сравнивать с Грузией, тут, конечно, это все в более френдли теме, то есть ты просто видишь прохожего, он посмотрел тебе в глаза, у вас eye contact, и вы, ну, здороваетесь, как будто бы так это принято. И Ага. классно то, что вы уже, ребят, поймали этот вайб, потому что это то, за что я так ценю свою страну, свой город, то, что действительно все друг другу рады, большинство людей друг другу рады, и принимают себя очень-очень-очень дружелюбно. Это очень классно, и как раз-таки в Соло-Лаке, это мой район, я там родилась, у нас до сих пор у семьи там дом. Это чувствуется прям абсолютно точно. Блин, прикольно то, что у вас получилось даже там, получается, в начале всего этого кошмара найти в самом центре, получается, дом. Вау. Нет, изначально мы Изначально. вообще, изначально, когда мы приехали, мы, когда туристами жили, мы прям целенаправленно смотрели центр. Мгм. Это достопримечательности в пешей доступности. А потом, когда мы уже сюда все окончательно переехали, мы жили на Воронцовой. Мгм. Ну, Ну, то на есть здесь, Марджанишвили. да, вот, Мгм. грубо говоря, вот от этого места, где мы сейчас записываемся, буквально там 3 минуты ходьбы. Мгм. Там тоже своя история, как тоже через знакомых, оказывается, в Москве, там Артем помогал человеку с кофейней, когда закрывался Starbucks, он, оказывается, грузин, и у него тут есть дом. Это вообще, А, кстати, человек, благодаря да, которому я когда-то поехал в Грузию. Он да, убедил Офигеть. меня да, в том, что в России не было рекламы туризма в Грузию. Вы да. помните Ну, последние годы, она только конечно, сейчас отношения появляется. были... Мгм. Да, и о Грузии как о туристическом направлении в целом я никогда не думал. Но вот он мне промыл мозг: Артем, тебе нужно поехать, там так классно. Я тебе не буду даже объяснять, потому что это надо почувствовать, это невозможно передать словами. И вот
И вот Да. вы здесь. И Да, в и вот итоге мы он нам здесь. и помог с квартирой Он нам тогда. помог с квартирой, ну а потом мы уже нашли сейчас сами в старом Тбилиси хорошую квартирку. А я вам предлагала у кофейни снять Да, а квартиру. ты представляешь, я был у тебя, вот где вот ты жила, я думаю, боже, какие потолки, потому что мы Да-да. заходили к Максу с Да, Полиной. да. Макс, Ну, привет. там, говорят, Макс, кондей привет. течет. Полина, привет. Да, я вам говорила, я когда ездила на Бали, я хотела передать кому-нибудь, ну, нормальному, а ребята такие, да не, у нас все на мази, нам не нужно, я так близко живу. А Не, могли ну бы мы жить вы типа совсем близко. мы сейчас типа живем, ну там, ну в минутах 7, Мгм. а так бы мы жили в минутах 3. Ну да, Да. что тоже круто. Да. Классно, классно. Слушайте, ребят, а получается, вы прожили тут полгода и решили, так, надо что-то мутить. Так было дело? Да, ну вообще в нашей истории в кофейной есть еще третий человек, который нам помог, так Мгм. скажем, все это открыть. И когда мы все переезжали, этот человек, вот тут вот тоже вот грузинский вот этот менталитет чувствовался, хотя мы еще не жили в Грузии. Да. Когда были ларсовские вот эти истории, мы снимали, ну, типа, мы сняли квартиру, потому что там вообще не оставалось уже в Тбилиси квартиры. Мы сняли на Руставеле очень большую квартиру, и мы сюда ехали вчетвером. Мгм. И получилось так, что через там 5 рукопожатий кто-то едет, кто-то просит, типа, можно заедет просто в душ, можно заедет просто покушает. И вот так получилось, что в один из моментов к нам подселился человек, который нам, так скажем, помог открыть кофейню. Он узнал, что мы планируем это здесь сделать, И через полгода и сам через полгода написал. он сам написал мне, типа, вы открыли кофейню? Вау. Мы такие, нет. Он такой, Magic. давайте встретимся. Мы встретились в кофейне на Liberty Square, это Gloria Jeans. Ее сейчас нету. Реально, Ну, они закрылись? да, они закрылись. Там Ё-моё. Аминь. сейчас открылись вот эти Wendy's, Точно, точно. Да. Subway и еще что-то, Dunkin' Donuts. Мы встретились, посидели, поговорили, и все, и через там пару недель мы ему скинули. У нас, к слову, тогда уже был готов Контент. какой-то маленький финансовый план Мгм. по кофейне, там примерные расчеты на 2 года, прибыльность и прочее. И в целом мы просто их показали, и он такой, класс, То давайте. есть этот человек вот выступал как спонсор или... Да, Да, как как инвестор, инвестор, да. Ага. И он был грузин. Нет, Нет. это русский. Прикольно. Это один из тех, кто вписывался в нашу квартиру в первую, Да. в которую мы заезжали. То Мгм. есть у нас в спальном мешке он ночевал на Да, полу. то есть у нас вообще не Да. было даже спальных Блин. мест, у нас люди просто ну, лежали, спали, проводили там какое-то количество времени у нас просто лежа на полу. Потому что в целом не было просто мест, которые ты можешь снять. И вот там мы ютились а-ля в полуторке. Сколько нас? Ну, в один прекрасный день нас было человек 7, наверное. Да. Жесть. Ларс объединяет. Да. Боже мой. И вы на Верхнем Ларсе познакомились с ребятами? Нет, короче, получилось так, что когда мы сюда переезжали уже, мы покупали авиабилеты и договаривались с перевозчиком, который нас заберет Из с Владикавказа. минеральных вод. Окей. До Владикавказа, извини меня, там уже 150 стоило. До минеральных вод было 100. И я договорился с перевозчиком, который нас заберет с минеральных вод и отвезет сюда, в Тбилиси. Но в этот момент началась пробка на Ларсе. Он мне пишет, ребят, 5000 рублей? Нет, давайте 30. 30 Ну, не там, хочешь? да. А в итоге вообще он не приехал. Мы прилетели в 2 Мы часа даже ночи в как минеральные... согласны были, по-моему, на 30 уже давно. Да, мы прилетели в 2 часа ночи в минеральные воды, и никого нету. Он не берет. И вообще каким-то, я не знаю, Видимо, кто-то согласился на 50. случайность или как это произошло. Я почему-то, ну, я не знаю, может быть, я приукрасил или как мой мозг доработал эту картинку, то, что мы в Инстаграме увидели, что наши знакомые едут сюда, Да, да, Катя с Вадимом. да. Просто парень, он только недавно вернулся с армии, ему пришла повестка, Ауч. ему позвонила мама и сказала, пришла. А эти ребята никогда не были за границей. Они только-только себе сделали загранпаспорта. И мы случайно увидели, что они едут, мы им просто пишем, ребят, заберите нас. А они едут в, как это сказать, Минивенчике. минивэне вдвоем. М. И вот мы такие, можете как-нибудь через Присели на минеральные хвост. воды заехать и забрать нас? И вот мы их ждали там до утра. И когда мы уже вот въезжали во Владикавказ, вот на нас, так скажем, началась вот эта пробка. Мгм.
Блин, ну вы, конечно, через огонь и воду прошли, чтобы добраться Не, сюда. но это история, это жизнь, это то, что как бы нас, например, сейчас связывает с этими ребятами. То есть у Мгм. нас есть истории, которые мы можем, я не знаю, там рассказывать через 30, через 40 лет, Да, сидя правда. где-нибудь в лесу за костром, то, что как мы стояли с вами на Ларасе. Вы тут, все хорошо, и продолжаете делать классные дела, это очень круто. Слушайте, у меня есть еще такой вопрос. Я не говорила это до этого на подкастах, но я все время, это была такая моя мечта, я хотела открыть свое место. И у меня там были разные концепции, ну, какой-нибудь типа общепит. Сначала я хотела какую-нибудь рюмочную, потом то, потом все, типа, хотела сэндвичи готовить. Но я понимала, что есть очень много подводных камней, и вот как на вашем опыте я хотела у вас спросить, как вообще вести всякие бюрократические дела в Грузии? Что вы можете сказать там будущим предпринимателям? Советуете, не советуете? В общем, ваш опыт. По бюрократии у нас Артем. Окей. Это у Главный нас бюрократ. бухгалтер. Главный В том числе бюрократ. бухгалтерша, да. Если говорить про бюрократию в Грузии, то можно почти положа руку на сердце сказать, что ее практически нет. Мгм. Вот только недавно мы столкнулись, когда посадку на улице, стульчики, столы нас заставили убрать, и там действительно сложные бюрократические А можешь, процедуры. кстати, рассказать про этот кейс? Мне кажется, это просто кринж. Да, когда мы вообще выбирали помещение, это помещение нам сильно понравилось тем, что у него есть классный дворик, куда можно поставить столы и стулья. Мы отстроили кофейню, которую, к слову, мы забыли сказать, мы полностью строили сами. Да, У вот нас этими есть Вау. ручками все. один из Окей, наших друзей Google. грузинов вписался в эту историю и просто на добровольных началах вместе с нами. Гурам, спасибо тебе. Да, Гурам. 3 месяца он вместе с нами, день и ночь просто занимался стройкой. И когда мы закончили, выставили мебель на улице, во дворе, все классно, выглядит супер вайбово, тестовое открытие, неделю, как будто бы гостям все нравится. Появляется сумасшедшая соседка. Привет, сумасшедшая соседка. Которая, к слову, живет под лестницей. Как сказала моя подруга, чего ждать от человека, который живет под лестницей? Да, да. В общем, непонятно по какой причине, мы до сих пор не понимаем, то ли мы ей просто не нравимся, то ли тут вопрос международных отношений, то ли просто такой характер. В общем, она не жила в этой квартире, но решила начать там жить, Когда вы приехали. когда поняла, что мы поставили там патио, и чтобы контролировать, чтобы этого патио там не было. На секунду, она сейчас живет, дай бог, в этой квартире 2 дня из всего месяца. Ну да ладно, мы нормально скостили аренду за счет этого, потому что изначально договоренности были на двор в том числе. Немножечко экономим, нашли решение, выставили мебель снаружи двора, вдоль кофейни, на тротуаре. Выглядит тоже супер вайбово, привлекает больше гостей, но Но? наступил 2025, у Грузии появилась новая структура в полиции, которая ездит на классных мотороллерах и контролирует какие-то фантомно появившиеся предметы мебели, оказавшиеся на улице. Так вот, к нам подошли в один день, сказали, 3000 лари штраф, вы заплатите, если она снова окажется здесь, нужно согласовывать. Я пошел в мэрию, выяснил, что согласование занимает от 6 до 8 месяцев. Ну, в общем, процедура долгая, дальше еще платить аренду государству за использование государственной площади. В общем, мы пока поставили этот процесс на паузу. Но что касается открытия бизнеса, все супер прозрачно, все очень просто, и вообще никаких проблем у нас с этим не было. Ты просто приходишь в Дом юстиции, если заплатишь чуть-чуть больше денежек, То это не, быстро будет не дав платить. взятку, а просто доплатив Мгм. официальную, так сказать, взятку, если даже государству, то там прямо сидя в кафе за столиком, можешь подписать документы, которые тебе Мгм. принесет сотрудник Дома юстиции, и уже на следующий день у Мне тебя будет... кажется, вечером уже приходило сообщение. Может что-то быть, такое. может Кстати, это быть. классная практика. Вот День я в тоже день хотела Да. паспорт, открытие. когда загран получить быстрее. Я Да. платила просто чуть больше денег, и я Это получала, нормально, да. это очень клево, когда ты официально Мгм. платишь больше и получаешь услугу раньше. Это лучше, чем на Ну лапу, да. Да. Мгм. А, Дальше у нас возникла одна сложность с открытием расчетного счета. Это было абсолютно непонятно. Ты имеешь в виду в В банке? банке, да, банковского Мгм. счета для компании. Это было абсолютно непонятно, потому что как будто бы государство способствует открытию бизнеса иностранцами, но при этом банки говорят, нет, мы ничего не откроем. Вообще там были истории такие, что ты приходишь в рамках, я сейчас говорю, в рамках одного банка, ты приходишь в одно отделение банка, тебе говорят, извините, к сожалению, учредили иностранцы, мы не можем открыть для вас счет. Ты приходишь в этот же банк, буквально через дорогу в другое отделение, вам говорят, да, конечно, какие проблемы, пожалуйста, давайте все Короче, оформим. типа в разных филиалах вам разную инфу Да. говорили. Мгм. Кайф.
В общем, со скрипом в течение месяца мы открыли первый расчетный счет в банке, и по чуть-чуть все это дело начало двигаться. Мгм. Вот. Что касается бюрократии как таковой в Грузии, это все минимизировано, вся бумажная волокита полностью отсутствует. Там вплоть до того, что даже печать не нужна компании. Ну, то Мгм. есть, если в России когда-то работали в общепите, то знаете, что любая поставка любой продукции, даже если это какая-то ежедневная выпечка, которая приходит, обязательно должна быть бумажка, на ней должно стоять там 8 разных подписей, 5 печатей, и все это нужно хранить там чуть ли не 30 лет. Здесь, в Грузии, все это в электронном виде, просто на сайте подгружается, все очень удобно, Вот за прозрачно. это, И да, для меня это было новшество, что, типа, нету накладных, Мгм. нету вот этой вот кипы документов, которые надо хранить, просто, типа, ты говоришь, например, в том же самом Карфуре свой код ну, типа, ID, и тебе сразу же выставляют там накладную, и все, не надо никакую Вау. бумажку, типа, не надо никакие печати вот эти. в Вот этом это плане это вообще. очень классно для малого бизнеса. Мгм. Ты можешь экономить на базовой бухгалтерии Мгм. просто-напросто, потому что это все так просто, что ты можешь сам это вести на первых порах точно. Блин, здорово. Вот Сережа сказал то, что ты занимаешься там больше бумагами, бухгалтерией. А как вы вообще распределяете обязанности? И каково вообще в целом с другом вести бизнес? Мне очень Давайте, интересно. давайте будем честны. Тут мы много раз пытались разграничивать обязанности, Да. разделять, но я жесткий человек настроения. Ну, то есть сегодня у меня, там, я человек-таблица, мне нужно сделать кучу сводных, все это распланировать. На следующий день я просыпаюсь и понимаю, что все это планирование абсолютно мне не нужно. Я хочу сейчас делать Инстаграм срочно и снимать классные рилсики. О, да. Возможно, я в этом виноват. Возможно, мы оба такие, но распределить обязанности четко и разграничить, и чтобы так вот сейчас тебе сказать, я занимаюсь вот этим, Сережа занимается вот этим, блин, ну не получится. М. Потому что каждый по чуть-чуть вносит свою лепту. Ну, там, понятно, я больше, наверное, занимаюсь маркетингом, Сережа занимается рецептурами, Поставками. поставками и вообще обеспечением кофейни. Вот это четко разграничено. Все Мгм. остальное это вот 50-50. 50-50. Да, по наитию, по договоренности. Больше, Существует проблема, больше садимся. скажу, мы в последнее время пришли к тому, чтобы делегировать часть работы Да. сотрудникам. Мгм. Потому что ребята наши, которые у нас работают, они тоже экспаты, они нуждаются в деньгах, и мы понимаем, что мы можем немножечко разгрузить себя и при этом дать ребятам какой-то буст в этой жизни, потому что им там по 18, по 20 лет, М. и они могут научиться чему-то новому для себя, получить какой-то классный опыт, при этом заработать дополнительную денежку, и в итоге все в выигрыше. И вот вплоть до того, что даже среди бариста наша работа размазана таким образом. То есть М. Инстаграм мы ведем с Машей, поставки Я веду, сейчас... да, с другим бариста, который там снял с меня вот этот вот груз ездить за продуктами. Но благо мы уже почти там нашли всех поставщиков, которые нам привозят все. Но существуют все равно какие-то продукты, за которыми нужно ходить Мгм. ножками. И сейчас этим занимается один из баристов. М. А как вы вообще пришли к тому, что вам нужны еще сотрудники? Потому что, ну, как я помню, вы долгое время работали вдвоем. Целый Мгм. год, ребят. Мы не отдыхали. Год. Капец. Мне кажется, Да. нужно было сформулировать вопрос, как вы не пришли к этому раньше, чем через год, ребята. 100%. Мы Нет, просто поняли, что да. мы загибаемся и умираем. Все. Ну, то есть, Ну, даже взять тот же самый Инстаграм, типа, когда мы открывались, мы подумали, ну, типа, что это вести, там, вообще кофейню, да, Мгм. маленькую, в центре, мы знаем, как делать напитки, у нас клевая машинка, у нас клевое все внутри, ну, типа, Инстаграм, ну, что там, снимать рилсики, делать контентик, но когда ты 24/7 строишь эту кофейню, а потом ты еще работаешь в этой кофейне, ты понимаешь, что у тебя просто физически не хватает времени, и ты немножко начинаешь демотивироваться, М. выматываться. И тогда мы пришли к тому, что, ну, типа, нам нужен штат. Потому Мгм. что, ну, даже, грубо говоря, отдыхать, ну, там, я, кроме Тбилиси и Батуми, не видел вообще ничего. До сих пор за 3 года жизни здесь. Поэтому, Реально? да. Почему? Ну, потому что вот я в Из-за кофейне, работы. да, Мгм. большую часть времени. И сейчас вот, как Артем уже сказал, то, что мы начали немножко делегировать, с нас уже снимается вот эта вот сложность в плане того, что ты можешь хотя бы планировать свой выходной, он у тебя есть. Типа не обязательно проводить его в кофейне. Сколько у тебя было выходных за последний месяц? У меня стабильно, и у Артема тоже у нас стабильно 2 выходных. В месяц? Нет, в неделю. А, да да. Ну, ладно. Но да. проблема, Мари, знаешь, в том, что ты просыпаешься в свой выходной и думаешь, так,
что делать? Может пойти сходить в кофейню, выпить кофе? Да. И ты И идешь ты такой... заходишь в кофейню, выпиваешь кофе, и все. И в итоге такой, оп, уже 7. Да, Вот да, отдохнули. Ну, тут еще проблема в том, что вот таких, как ты, у нас куча. да. Приходит Мари, Я надо думала, я у вас поболтать с одна. Мари. Нет, ты у нас одна. Ты у нас одна. Но таких, как ты, у нас куча. Нет, тут вот это вот Артем хочет сказать про грузинское комьюнити. М, Да, Типа- мы построили вокруг кофейни достаточно большое сообщество. Эти люди уже превратились в наших друзей. И кто-то из них экспаты, кто-то из них грузины, кто-то вообще непонятно кто. Мы до сих пор не знаем подробностей их личной жизни. Но это классные Могут. ребята. И чтобы вы понимали, насколько много это времени отнимало, по первости особенно, мы сидели и не понимали. Ну, то есть мне просто не хватает времени заняться работой, потому что вот пришла Мари, мы пошли с ней, вышли, поболтали 5 минут. Мари только уйдет, оп, еще какие-то ребята пришли, оп, еще кто-то. И ты со всеми хочешь пообщаться, и ребята хотят пообщаться, потому что люди ходят в кофейни не за кофе. Ну, понятно, Да, да. они ходят за эмоциями. И мы сидели, думали, что можно сделать. В итоге мы просто подумали, их надо познакомить между собой. Чтобы не общались там. Мы просто организовали встречу, Соситес. сделали, да, сделали чатик, посадили их вот так и сказали, да, соситесь. Все, в итоге сейчас это классная комьюнити, мы часто собираемся вместе, можем куда-то вместе сходить, и, Вау. собственно, так теперь можно иногда даже выходные проводить. Вот. Блин, это здорово, когда вокруг можно собрать такое, типа, комьюнити прикольных людей, и, типа, вы бы так, возможно, никогда бы не познакомились, а вы пришли в кофейню, и хоп, ну, типа, Абсолютно. много классных вайбовых людей. Я Это очень больше круто. скажу, что, ну вот, например, раньше я как бы был головой, мозгом, душой в Старбаксе. И все мое окружение это был Starbucks. Мгм. То есть у меня все мои друзья это был люди, которые когда-либо себя связывали с Старбаксом или до сих пор связывают. Сейчас здесь вокруг меня, там вокруг Артема столько разных людей, чтобы я никогда бы не смог подумать, что эти люди когда-то могут появиться в моей жизни, если бы я жил в России. Кстати, это очень здравая мысль. Правда, это Ну, очень типа, это круто. прикольно. Вообще круто, Грузия учит открытости и какому-то принятию людей, что ли. Ну, то есть ты начинаешь быть более открытым миру, и вот база даже встретиться на улице взглядом с человеком, вообще рандомным абсолютно человеком, и вы встречаетесь глазами, человек начинает улыбаться, ты такой, привет, он такой, привет, и все, идете дальше. Ну да, Я не могу себе быстро представить уводишь такого взгляд, в Москве, господи, да. Он, наверное, маньяк или Да, что-то да. такое. В Москве А по здесь- шее Он можно что-то от меня получить за хочет, такое, да. он что-то от меня хочет. Чё зыришь? Да-да-да. А здесь ты База. легко знакомишься с разными абсолютно людьми, и Это факт. Но скажу честно, когда я с вами познакомилась, у меня был такой, типа, Артем был добрый полицейский, Сережа был злой полицейский. Блин, у меня вообще нет. У меня бывает такое, если я проснусь в плохом настроении, мой фейс говорит обо мне очень много. Мгм. Но я стараюсь работать над этим, и мне кажется, у меня очень хорошо получается. просто по утрам, наверное, приходила. Да, Да. кстати, по Ну, ты утрам. можешь прийти сейчас. По утрам у нас даже баристы начали записывать дни, когда Сережа в очень хорошем Календарь настроении. Сережи. Да, календарь Сережи. Они прямо буквально на прошлой неделе начали в чатик писать, типа, что с ним произошло? Типа, он очень сегодня... Там, я вчера, например, гостям, они у нас купили, у нас есть такой напиточек, джинджер-шот, мы его сами делаем, там, типа, лимонный сок, имбирь, Вау. апельсин, такой заряд бодрости, и для иммунитета очень хорошо. Ребята попробовали, они такие, типа, можно нам еще один? Она начинает вставать. Я такой, нет, сидите, я принесу вам Вау. терминал, все будет клево. И Борис у меня такой говорит, блин, я запишу этот день, когда ты гостю принес терминал. Я говорю, ну, типа, вот это же эмоции. Праздник. Ну, типа, ребята очень прикольные, мы с ними поговорили. Они выложили очень много сторис с нас. Ну, типа, мы понравились. Это вот греки, которые вчера. Да. Прикольно. Слушайте, да, расскажите, кстати, это хороший поинт вы начали. Вы находитесь в самом центре Тбилиси, в самой туристической точке, и вы, наверное, видите, не знаю, миллиарды разных национальностей, людей со всего мира. Скажите, ну, топ, давайте, 5 стран, которые к вам захаживают. Зависит от сезона, на Да. самом деле. Да сезон, ладно, да. то есть еще даже Да. так? Мгм. Итальянцы, испанцы, греки — это Китайцы? август. Это август. То есть у вас прям по месяцам. Да, у них сезон отпусков в августе, и их становится Ну, очень где много у в них же там Тбилиси. сиесты, когда они закрывают все Да. свои рестораны, заведения, Факт, уезжают на факт. месяц просто. Так, в общем и целом, конечно, половина — это русскоговорящие люди из России, Беларуси, Украины.
А остальные — это европейцы, иногда американцы. Очень странно, чтобы вы понимали, дважды я встречал гостей, которые сидели у нас в кофейне, изучали русский язык, оба из Америки. Вау. Это было очень странно. Я смотрю, парень сидит, прописи пишет на русском. Я такой, черт, что происходит, зачем ты это делаешь? Но люди, правда, из разных стран, да. Да, типа там, когда Полный с рандом. Австралии приедет, ты такой, типа, Что ты нормально? вообще делаешь? Как ты вообще Ты нашел вот как это вот? просто пролетел Да, вот да, это да. время вообще просто? Как Ну, ты вообще, говорят, потратил? австралийцы часто путают, они летят в Джорджию, в Insane. США и прилетают случайно в Грузию, поэтому, Да, 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 да. может быть, это Нет, тот очень самый много случай. разных людей, это очень клево. Во-первых, это очень клевый кейс, например, там для моего барьера в плане английского. То есть я сюда ехал, ну, типа у меня была какая-то там а-ля база, и тут, ну, мне пришлось переступить через себя и начать говорить. И это очень клево, когда там, вот Артем тоже несколько раз говорил про это. У меня тоже были такие ситуации, когда ты начинаешь говорить с иностранцем, и ты лезешь в переводчик, а они такие, не-не-не, давай, пытайся, А, разговаривай. То ладно. есть, типа, им наоборот в прикол, что ты учишься, типа. Внимание, исключение — жители города Лондон. М. Да. Вот сейчас, кстати, очень много британцев, я заметил, последние 2-3 дня вот Кстати, приезжают да, оттуда. и шотландцы, Да, шотландцы тоже, англичане, да. они всегда в сентябре-октябре приезжают. Так как я жила в той же точке, где вы, я Да, прекрасно, да, я да. видела смену туристов очень хорошо, я ее чувствовала на себе. Да. Но мы Помните? это все понимаем сейчас по акценту. По акценту уже так. Да. Слушайте, а как у вас с грузинским? База, наверное, это можно назвать А1, когда Да. ты знаешь цифры, знаешь цвета, можешь спросить там, где что-нибудь, хочу что-нибудь. А, Дальше я не углублялся. Я могу читать, я могу писать на грузинском, и в целом этого достаточно для жизни здесь. А, Погружаться сильно глубже просто нет ресурса и времени на это. Мгм. И я пока еще не понял для себя, хочу ли я оставаться здесь жить навсегда. Мгм. Соответственно, если я приму когда-то решение, что я остаюсь здесь, то, конечно, нужно изучать язык дальше. Да, потому Но что в грузинский целом, очень сложный в целом. в целом этой базы достаточно для того, чтобы базово там общаться с людьми Мгм. просто где-то на улице или в кофейне, с поставщиками. И Да блин, у тебя, мне кажется, так же просто примерно, вот да? даже по поводу грузинского, типа я, например, там захожу, там, Меминда, там, типа, там, стикаби, капсулит, и он сам говорит, какие? Да. Ну, типа, блин, я Есть стараюсь, такое. чувак, ну В целом, поддержи гру- меня, Да, пожалуйста. грузины приятные люди, и когда они видят, что ты с уважением относишься к Да, их языку да. и хотя бы пытаешься хоть что-то выговорить, Ну, такие, ладно, да, бедолага. да, они сами переключаются, Нет, если да, знают типа, русский на очень русский. много, например, там, ты в такси садишься и что-то пытаешься на грузинском говорить, потом тебе там начинает такой речитатив, ты такой, сори, Я не грузин. Хартвалия, да. арвар. Бодиши, Да. бодиши. И все равно, ну, я не знаю, вот да, это вот у грузин прям, типа, когда они слышат то, что ты пытаешься хоть как-то изучить их язык, культуру, для них как бы ты все уже, ты друг, и они тебя встретят с бокалом вина, а не с мечом. И Мгм. это очень прикольно. Факт, факт. Слушайте, а были какие-то конфликты, так как мы знаем то, что место, как оно и туристическое, там еще бывают, ну, такие люди, которые любят потусить, Дебош. выпить, подебошить. За всю историю, я бы сказал, вообще не было ну, таких случаев, когда прям какой-то был дебош. Ну вот, например, на днях, да, Ну, месяц... буквально вчера. Нет, буквально месяц назад, когда у нас ребята работали, к нам вот заходил человек, просил 20 лари, говорит, я ваш сосед, типа, дайте 20 лари, мне не хватает на бензин, мне надо в Кахету доехать, типа, потом я вернусь обратно, отдам. Я говорю, я тебя ни разу не видел, брат, Ну, это извини. типикал, вот, я не знаю, там, по Лиселидзе очень часто гуляет мужчина, который, бедный, уже 3 года не может уехать в Ереван, и собирает каждый вечер деньги на поездку. Да, Блин, я так из приятно то, что ты Армении. сказала Лесолидзе, потому что Да. это старое название улицы. Это друзья грузины, да. Никто не знает, Да. что это не Котай Абхазия, а Лесолидзе. Да. Это приятно слышать. И мне недавно таксист про это сказал, он говорит, блин, чувак, ты молодой, какой Лиселидзе, типа, какой ты Абхазия. Я говорю, ну вот у меня есть в окружении, к сожалению, к счастью, какому, к сожалению, у меня в окружении есть люди, которым там, достаточное количество лет, которые застали Лиселидзе, там памятник этому Лиселидзе стоит в скверике, вот да, и он прям удивился, то, что откуда я знаю, там типа Воронцовы. Ну да, это типа тест на человека из Тбилиси. И Да, вы да, абсолютно правда. его прошли. Это круто. Это очень классно. Ну, Слушайте, короче, не было конфликтных ситуаций, вот хочу закончить, С грузинами не было. Тьфу-тьфу, да, не было. За всю историю, мне кажется, я нажимал кнопку быстрого реагирования 2 раза, и то потом звонил и отменял их, потому что как бы мы решали эти конфликты
уже здесь сейчас. А а была же какая-то история еще, когда я жила рядом с вами, что там, типа, чел приходил и типсы воровал. Это Кстати. было один раз. У нас знаешь, это было в тот момент, когда, мне кажется, по всему Тбилиси вскрывали Да, был такой момент, кофейни, реально. Да. бары. И вот И мы даже переживали, что это вот теперь это коснулось и нас. Но нет, да, это был это просто... просто были залетные ребята. Мы посмотрели по камерам, просто они воспользовались возможностью. Артем в тот момент работал один. Он только отвернулся, они целенаправленно, видимо, шли. И вот он только отвернулся, они подошли, забрали банку с чаевыми, шли. Не обидно то, что они забрали это чаевые. Окей, ребят, каждый живет как может, но нужно заниматься немножко другим. Обидно то, что в этой баночке чаевых мы копили разные валюты. Нам Типа из оставляли разных гости стран. с разных стран валюты, и мы М. потеряли очень большую историю, так скажем. Но был случай после этого, кстати, это были рядом ситуации, тоже с типсами, и просто парень, он был очень пьяный, зашел, и что-то он очень долго отвлекал бариста, он тоже был один на смене, и пока бариста отвернулся, он просто взял 5 лари из чаевых. Ушел с ними, ну, как будто 5 лари и 5 лари. И у нас есть друг грузин, я просто вот Рассказал историю. рассказал ему историю, не намекая ни на что. Но в следующий раз, когда этот парень проходил мимо, он получил по шее от моего друга. Потому что в Грузии, я так понимаю, по-другому просто не работает это. Да. Ну, в общем, больше мы этого человека не видели. Мгм. Да. Как я понял, ему объяснили, что Так делать его не нельзя. должно быть лучше не видно на этой должно улице, да. делать. Слушайте, а вот насчет друзей грузинов, я часто вижу, что вы сидите с мужчиной. Это ваш лендлорд? Нет, это наш друг Это как раз-таки друг. Да, он Да. тоже живет рядышком на на соседней соседней улице. улице. Вот где немецкий посол живет рядышком. Прикольно. Да. Да, он тоже очень интересный мужчина. Это вот один из тех людей, которым мы познакомились благодаря кофейне. Да, Вау. благодаря кофейне мы познакомились с нашей подругой Таней, и она уже познакомила нас с ним. Ничего себе. Да. Она тоже где-то неподалеку жила. Да, да. Классно. Очень круто. Ну, правда, то, что кофейня объединяет, это очень круто. А, Возвращаясь к теме насчет того, что вот было в один момент вот воровство, у моей подруги, у нее тоже была кофейня, она уже закрылась какое-то время, и их, к сожалению, это коснулось. Там Ну, вот в этот Ну год, и мне время было кажется, такое. вынесли Это как раз вообще все Да. бары, которые там были, да. Да, Но сейчас абсолютно. такого нету. Я вот, ну, просто там состою в чатиках всяких кофейных, где там владельцы баров, и я уже давно не видел таких ситуаций, когда люди приходят и выносят кассы. Ну, по ночам. Ну, как будто бы, да, уже год такого Да, нету, слава богу. стабильность, да, держим какая-то. кулачки. Тьфу-тьфу. Ребят, а я знаю, что у вас был еще какой-то бизнес, шаурма. Что случилось? Я расскажу про это поподробнее, потому что в шаурме там большая часть времени проводил я. В это время Артем с нашим другом Гурамом строил кофейню. То есть это А, было до кофейни. Параллельно. Это было во время. Ага. Какая ситуация? У нас человек, который помог нам деньгами, и ну, наш инвестор открыть кофейню, он пытался легализоваться здесь. И ну, я скажу то, что мы нарвались на мошенников. Можно сказать, да. Шарлатанов. Шарлатанов, которые, скорее всего, ему сказали, что благодаря покупке этого бизнеса он может тут легализоваться и получить ВНЖ, но это, как правило, было не так. И там были явно подбиты цифры в плане там, оборота этого заведения. В целом специфика была очень клевая. Это была шаурма, она была на Сабуртало, станция метро Делиси, в очень таком трафикогенерирующем месте. Она была очень такая современная. Там ты, когда заказывал шаурму, мы тебе выдавали номерок, показывалось то, что это готовится а-ля Макдональдс. Блин, прикольно. Да, нет, концепция была очень клевая, внутри все было достаточно красиво сделано. Но когда мы уже начали работать там сами, мы поняли, что что-то творится не так. Ну, нельзя просто так выручки там упасть в несколько раз, потому что там, извините, мы русские, с нами Бог. Но не может из-за этого произойти. У нас в то время еще работал грузиноговорящий штат старый, который еще оставался там. И не могли просто так резко просесть выручки. Ну и потом мы поняли, что, скорее всего, это все подбивалось. Вот так у нас появилась шаурма, мы взяли ее в управление, мы пытались ее развивать, мы пытались, ну, во-первых, русская шаурма и грузинская шаурма, она отличается вообще. Я вот тут в Грузии первый раз в жизни попробовал шаурму со свининой. О, да. А, Нормальную шаурму. Нормально, да, шаурму, это клево.
И мы пытались делать немножко такой русский лад этой шаурмы, типа там добавлять побольше овощей. У нас было 2 вида мяса, была курица и была свинина. Там мы делали шаурма-боксы, когда ты все в С тарелочку эту... картошкой и вот это вот. Нет, картошки у нас не было, но можно было добавить дополнительно. У Типа нас там, дёнер-бокс. Мгм. да, типа там Даже боулы у нас, мы по-моему, боулы появились. потом вводили, там шаурма-боулы, это было там с рисом, или там у нас было фалафель, который мы делали сами. Но, к сожалению, это не пошло, потому что, во-первых, это была шаурма не только тейкaway, она была с посадкой, там было 70 М, квадратов, там Ну, достаточно нормально для дорогая, шаурмичной. да, там была достаточно дорогая аренда. Ну и вот как-то не задалось. Мы поняли, что это этот бизнес, который забирает наше время, наши деньги, наши эмоции, и он вообще не оправдывает никаких ожиданий, потому что там мы Инстаграм пытались крутить, и рекламу покупать, и очень клевое меню. Там, я не знаю, повесили на входную группу окно, где у нас видео показывалось, как мы делаем эту шаурму, какие у нас есть разные шаурмы, какие мы сделали самый маленький размер шаурмы, чтобы уже наконец у нас ее покупали. Но этот бизнес закрылся, не пошел. Но зато Глядя я себя... сейчас, Ау. глядя сейчас на это, через 1,5 года или сколько, 2 прошло, есть ощущение, что мы просто в тот момент слишком много на себя взяли. Да, То есть там вот этот да. стресс от переезда, который тебе кажется, что все нормально, но по факту ты такой, типа, потихонечку проваливаешься в какой-то легкий депресняк. И, возможно, просто не хватило ресурса, опыта. И... Не в то время, короче. Да, Ну, да, короче, да. благодаря этой шаурме я сам там работал шаурмичником, я чуть не лишился пальца в этой шаурме. Там у нас был автоматический нож, который срезает мясо, и я случайно, когда чистил этот нож, почему-то не выключил его из сети. Ну, короче, было очень сложно. Да. Но благодаря, так скажем, это очень клевый экспириенс, который сейчас я могу пойти шаурмичником работать, ребят, и делать вкусную Зато теперь, шаурму. чтобы вы понимали, если мы собираемся Да. вот нашими друзьями, Серый всегда отвечает за мясо, Шашлык — это я. и просто все ждут, когда уже Ливан, оно будет. спасибо за рецепт. Блин, ну да, нет, то, что кофе у вас самый лучший в городе, это мы знаем, не понаслышке. Ну и наверняка мясо от вас тоже будет супер классно. Ну вот там, может быть, у нас состоится, если все... Коллаба? Нет, не коллаба, а если все прекрасно будет с погодой, ну, Белесо что-нибудь придумаем. Ух Да, так что ты! приходи на мясо. Очень круто. Спасибо за приглашение. Ребята, у меня последний вопрос. Когда будет тыквенный латте? Когда будет тыквенный латте? Когда будет тыквенный Осенью латте? уже, ребят, А. пора. 15-16 Нет, ты, сентября. Но для Марин, тебя для уже тебя завтра. хоть завтра. Он уже у меня проработан, у меня стоит все ингредиенты Обожаю. для него. Мы, если честно, уже делали нашим друзьям, которые сейчас на данный момент находятся в Ереване. Они просто там уезжали. И им тоже нужно было очень попробовать тыквенно-пряный латте. Мгм. И они уже раза 3 его пили, и они очень рады. Все, супер. Иду к вам на латте. Спасибо вам большое, ребят. Удачи и спасибо, что пришли. Спасибо вам, что Спасибо. позвали.